начинаем с вами общение с машины. Едем в город сегодня к Ульяне в больницу. Купили сумок много, потому что ей будут ставить... В общем, будут проводить много анализов. Я хочу поговорить с доктором. Поэтому поехали. Дедушку оставили на хозяйстве. Влад, старший сын, съездил к зубному. Что-то у него там один зуб сломался. Неужели молочный был, а второй там растет. Вдалеке, видать, зуб мудрости какой-то. Съездила. Вот сейчас там дедушке помогает, звонит. Ну, там у меня 4 детей. Я сегодня не повела в школу. Снежану, Анюту, Максима и Ваньку в садик. У всех красное горло, какая-то инфекция. Смотрю, в школьных группах пишут: сегодня ребенок не придет, болит голова, болит горло. И у меня также, у детей, болит голова, болит горло и небольшая температура. У Анюты вчера с вечера была температура, сегодня с утра не было. А у Снежанки, Ваньки и у Максима, у всех 37, 37,2, у всех температура. Получается, завтра, скорее всего, тогда пойдем уже к доктору. Мы едем на большой машине, на нашем УАЗике, поэтому и звук такой, и трясется вся. Что-то Иван сегодня забраковал ту машину, говорит, поедем на большой. Едем на большой. Накупили доче гостинцев, поехали, она довольная, что мы едем. Малышей оставила, Максима зову, говорю, оставляю тебя за старшего. Вышел я за старшего, тут Снежанка бежит, мама, я тоже за старшего остаюсь. Я говорю, ну я тоже взрослая, высокая, говорит. Она-то там высокая. Анюта прибежала, мам, я тоже буду за старшую. В общем, и все решили смотреть за Ваней маленьким. Умора. Но я им сказала, что привезем гостинцы, поэтому надо слушаться дедушку. Если вдруг будет тот, кто сильно не слушался, Ваня маленький, 2 дня, мы с ним пытаемся предельно по-доброму общаться, предельно. А он не понимает, не делает ему никто ни замечания, ничего. И он рад стараться. Да, маленький, рассказывай, жалуйся на камеру. Хорошо. Хорошо все? Нет, не все хорошо. Очень сложно спать на кровати. Почему? Она не мягкая. Не мягкая? Ну ты в Скрипит той очень же сильно. палате ты, да? Угу. Меня до сих пор не перевели. Таня, ну ты так уже, наверное, и будешь там лежать. Уже и не переведут, чего уже толку тебя? Наверное. Туда-сюда возить, туда-сюда дергать. Приехали к Ульяне. Пообщаемся. К доктору сходили. Еще Ульяна будет целую неделю лежать. Поздоровайся. Здравствуйте. Ну, она мечтала, а теперь уже не мечтает. Да, я сейчас была у доктора в ординаторской. Доктор сказала, я спросила, когда примерно выпишут, она мне рассказала анализы, сказала, пусть пишут. Еще гинекологи нужны, но гинекологи заболели. И может быть, если долго болеть будут, тогда мы гинекологов уже пройдем по месту требования, да, у себя дома. А так, возможно, в следующий понедельник еще только гинекологом пойдешь. Ну, мы сейчас ждем вот Валерку и Костю, когда назначат сюда тоже в Краснодар. Кстати, Зато- таблетки выписали. Я не знаю, я забыла. Ну, сфотографируешь потом. Хорошо. Какие? Ну, на Ф как-то называется. И желтенькие, маленькие такие. Зато, До свидания. зато это, как сказать, наиграешься в телефон. Дома же столько не разрешают. А уже все, надоело, да? Ну,
смысле? Ну понятно. На, смотри. Ну, сейчас бы ушла и все. То есть мы все успели. Сейчас еще до дома добраться. Наша машинка ждет. Сейчас поедем домой. Повидали Ульяну. Нам хорошо добраться. Ой, нам еще далеко Ой, ехать. нам еще как далеко ехать. Ой. Хорошей дороги. Движение какое в Краснодаре. Машины носятся. Ульяна домой уже хочет. Этот месяц у нас тяжелый. Этот месяц у нас тяжелый. Столько разъездов. Еще Валеру с Костей должны записать. Сейчас Ульяна уже скорее бы домой уже пришла. Уже хочется, чтобы домой пришла. Уже въехали в Курганинск. Возвращаемся от Ульяны. Время уже 20 часов где-то, да? 3 УАЗика подряд. Да. Время уже 20 часов, но самое главное, Максим иззвонился, пишет в WhatsApp, ожидаю. В общем, мы приехали. Идем домой. Я включил камеру заранее. Потому что сейчас будет трэш. Ой, дед уже все сидит на выходе. Да я всю семью привел сюда, видите, вон одна, вон второй там под этой. Ага, Ой, ой, точно. ой. Ой, 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 ой. Ой, 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 ой. Ой, ой, ой. Мама, Ой. я приготовила подарок. Ой, съездили мы сегодня к Ульяне, повидались с дочей. Она очень рада, я тоже очень рада, потому что сердце уже за нее болит. Но доктор сказала, что не торопиться пока. Назначаются серьезные анализы. Потом, сейчас подготовка идет такие, как... В общем, сейчас идет подготовка к анализам. С вечера подготовка. Завтра будут все делать для нее. Я сегодня ходила к доктору, разговаривала. Ну, сказали, еще, наверное, недельку ее поддержат. Говорит, не торопитесь. Но я рада, что ее так обследуют хорошо. Отвезли ей гостинца. Сегодня дали ей еще опять денежек, чтобы там ларек. Она ходит гулять каждый день. Там лежит мама с ребеночком, и она с ними гуляет, играет с ними. Ну, а я хотела, у нас сегодня проблемы с камерой произошли. Сейчас вот дети подарки принесли, им купили за то, что поведение было у кого хорошее, у кого плохое. Я когда уезжала, я уже рассказала, что сказала, у кого будет поведение хорошее, дедушку с бабушкой оставили, тому гостинцы привезем. А у кого плохое, тому гостинцы не привезем. Ну и мы когда зашли, дедушка сказал, что Ваня и Костя вели себя плохо. Ванька рыдал. Конечно, в конечном итоге мы отдали все гостинцы. Но он дал слово, что он сейчас ляжет спать, потому что каждый вечер идет такой конфуз у нас. Он бегает, его можно и в 11 поймать бегающим по комнатам. То есть он не слушается. Ну сегодня, как мужчина настоящий, пообещал, что ляжет спать. Ну, может быть, так получится до него достучаться. Но как раз я начала про Ваню, я хочу сегодня ответить немножечко на вопросы, которые вы задаете. Уже поднакопилось опять вопросов. И вот такой вопрос, я смотрю, 3 человека написали. Я могу много пропустить, потому что чуть-чуть не прочитаешь, скан не сделаешь, и они уходят вниз. Ну вот вообще времени не было заглянуть. Такой вопрос. Татьяна Лозовая. Опять хочу попросить извинения. Может быть, я ошибаюсь, неправильно произношу фамилию. Извините, пожалуйста.
Посмотрела, как Ванечка кушал блины. Это ролик, видать, когда блинчики я пекла. Никто не мог ему помочь. Один блин упал, второй не мог свернуть и намазать сметаной. Слов нет. И рядом сидели взрослые. И еще были два подобных комментария не так давно тоже по поводу того, что взрослые сидели рядом и не смогли помочь ребенку с блинами, так были заняты роликом. Отвечаю на этот вопрос. Ване будет ровно 6 лет. И я как мама, я его очень сильно люблю и хочу, чтобы он был полноценным ребенком, чтобы он соответствовал по возрасту детям своего возраста. Ваня до сих пор пытается манипулировать в детском саде воспитателями. Он не хочет даже трусики сам одевать. Он не хочет одевать сам носочки. Он не хочет одеваться. Дома он канделябры устраивает. Поэтому я как любящая мама, я хочу, чтобы он вырос полноценным ребенком. Я знаю, что он может. А то, что у него упал какой-то блинчик, я, если честно, даже этого и не заметила. Объясню почему. Потому что Ваня полноценным умеет кушать. И если он что-то не помазал, значит, он перед этим уже плотно наелся и просто ничего не хотел. Но чтобы мой ребенок ушел голодный, я никогда в это не поверю. И чтобы Ваня потом до вечера не таскал эти блинчики еще, я тоже в это не поверю, потому что Ваня без остановки потом кушает, кушает и кушает. Но самая главная причина в том, я хочу, чтобы ребенок вырос полноценным членом общества. Он и так очень сильно отстает в развитии от детей, которым уже через неделю будет 6 лет. Но очень хочется, чтобы ему в декабре будет 6 лет, поэтому очень хочется, чтобы он был самостоятельным. Дальше. Валентина Литвинова. Доброго времени суток всем. Света. Небольшая подсказка. Вместо муки постели кухонное полотенце. Пельмени не прилипнут и можно в заморозку, и бульон не будет мутным. Спасибо большое, Валентина. Обязательно буду это делать. Я, когда замораживаю, тоже стелю. Либо пакетики салофановые стелю. Ну, тоже хороший совет. Спасибо большое. Так, дальше. Ирина Токарская. Ирочка, здравствуй. Очередная вкуснота, аппетитная. Вспомнила, как в детстве с мамой лепила по 500-700 штук, особенно перед праздником, а потом их с маслом и уксусом или горчицей. Короче, надо идти делать, то слюна. Я тоже очень люблю с уксусом, Ирочка. Спасибо, что поделилась своим опытом. Тоже хотела бы добавить о терпении. Светлана, откуда черпаете терпение для учения уроков с детьми? И как вы относитесь к тому, когда у ребенка, несмотря на совместные труды, все равно не получается что-то или непонятно? У нас в семье такое часто происходит. Нормально отношусь. А мне главное, чтобы я вижу каждого ребенка. Я вижу, допустим, я знаю, что Ульяна знает на твердую 4. Я знаю, что Максим знает на твердую 4. Когда Ульяна приходит и говорит, что у нее 3 по контрольной по математике, конечно, я ей говорю, придется нам с тобой поработать. А когда приходит другой ребенок, который понимает только на твердую 3, и он приходит, и я радуюсь вместе с ним. Да и с Ульяной радуюсь. Я не требую от детей, чтобы они были круглыми пятерошниками. Радость надо получать. Мне главное, чтобы двоек не было. Главное, чтобы... Я им всегда говорю, домашняя работа, даже если она сделана на 2 или контрольная, но ты ее делала или делал, ты все свои извилины шевелил, занимался, и тебе поставили 3 с минусом, это твоя оценка. И ничего страшного в этом нету.
У нас часто такое происходит. Нормально отношусь. Нормально. Ваня меня закаляет, как сталь. Дневник домохозяйки. Привет, мои дорогие. Налюбовалась я сегодня вашими малышами. Ваня не очень хочет быть музыкантом. Алочка, я тебе больше скажу, как ты говоришь. Мы его в том году в футбол возили, хотели в такую серьезную секцию отдать. Там такие тренера. Нет, сказал, я не буду. Он не хочет ничего. Но у него уже получается в музыкальной школе. Мы не идем у него на поводу, потому что на самом деле он манипулирует и ничего не хочет. Но в музыкалке у нас очень хорошая преподаватель. Она его и так, и так, и так, и он раскрывается с ней. Я очень рада, что эта женщина нам досталась. Виктор Павлов, вы герои, а у вас нет домработницы? Нет. Домработница раз, и все остальные нету. Виктор, мы сами убираемся, мы каждый вечер наводим в доме уборку. Каждый вечер идет такая глобальная уборка, мы все моем. Весь день идет стирка, посудомойка тоже моет. Поэтому дома хаоса такого нету постоянно. Домработницы у нас нет. Хотя нету. Круто. Максим, Анюта. Круто, Максим. Анюта со Снежаной одноклассница, да. Анюта со Снежаной. Снежане будет в марте 8 лет, Анюте в июле 8 лет. Они одноклассницы. Учатся в одном классе. Ксения К. У Снежаны все ли нормально в школе? Поговорите с ней. Может, какие-нибудь проблемы? Из-за этого тоже у деток может быть температура. Ксения, вы знаете, у нее правда нету в школе проблем. Снежана это такой ребенок. Я еще не видела человека, который бы не любил Снежану. Не знаю почему, куда не идет, ее все любят. То есть у нее нету таких проблем, она тихонечко ведет себя, она послушная, она старательная. Светлана, добрый вечер. Верка, пионерка. Верочка, здравствуйте. Когда у меня старшая была в начальной школе, она участвовала во всех олимпиадах, у нее начала болеть голова, поднялась температура, держалась долго, обследовали ее, но нормально. Все нормально. Пошли к неврологу, та сказала, что у нее переутомление, организм сработал таким защитным образом. Мы дали ей отдохнуть пару недель от учебы, даже уроки она не делала. Все как рукой сняло. Учителям сказали, что больше никаких олимпиад. Если она сама не захочет. Верочка, мы тоже Снежане давали 2 недели отдохнуть. Тоже она ничем не занималась. Многодетные денечки. Любочка, здравствуй. Привет, семейство. У меня всегда была позиция, нельзя скрывать от детей, что они приемные. И само слово они должны слышать часто от близких, чтобы не быть обиженными резкостью чужих. Я совершенно права, совершенно соглашусь с тобой. По крайней мере, они должны знать, как бы часто слышать, часто как бы говорить об этом мне неохота, но они должны это твердо знать. Вера Анатольевна, а что, толченка и колбаса на столе и все? Ну, фарш убираем, а котлетки пожарить. Не судьба к толченочке. Вера Анатольевна, мы жарим котлетки. Но в тот день мы не хотели котлеты. Как показывают, они нам были уже вот здесь. Мы хотели легкой еды. И дети видели, как они редиску вкусно кушали. Мы грызли редиску, ели колбаску, сырок. И нам было очень вкусно. Правда. Ну вот так сегодня я ответила еще на некоторые ваши вопросы. Спасибо, что вы их задаете. Спасибо как за хорошие вопросы, как за сложные вопросы. Мы все люди разные. И я рада, что вы задаете разные вопросы. Я готова на них отвечать. Поэтому до скорой встречи. Если вы просмотрели наше видео и оно вам понравилось,
Подписывайтесь, пожалуйста, и ставьте лайки. До скорой встречи, друзья!